Сегодня на рынке полно кроссоверов, которые боятся бордюров. Но если вам нужен настоящий внедорожник, который не развалится после первой поездки на рыбалку, выбор резко уменьшается. И хорошая новость – такие машины все еще можно купить за разумные деньги. Сегодня покажу 5 надежных и доступных внедорожников, которые не подведут даже тогда, когда дорога закончится. И сразу спойлер, номер 5 в этом списке – самый неожиданный и один из самых выгодных вариантов по цене. В этот список попали только рамные внедорожники, проверенные временем, и такие, которые можно купить без продажи почки. Поехали! А теперь пристегнитесь, потому что на 5-м месте у нас автомобиль-загадка. Если вы увидите его в потоке, вы, скорее всего, даже не обернетесь. Знакомьтесь, Nissan Terrano 2. Знаю, сейчас владельцы новеньких кроссоверов усмехнулись, но придержите коней. Этот внедорожник – ходячий пример того, что внешность обманчива. Terrano 2 – это как тот самый тихий, щуплый парень в школе, который вечно сидел на задней парте, читал книжки и никого не трогал. А потом на выпускном внезапно выяснилось, что он сам мастер спорта по самбо и может завязать в узел любого школьного задиру вместе с его модным велосипедом. Давайте будем честными, он не красавец. Дизайнеры Nissan в 90-х явно вдохновлялись. Наверное, холодильниками или кирпичами со скругленными углами. Он не модный. Но как только асфальт говорит вам «до свидания» и превращается в направление, Terrano просто пожимает своими железными плечами. Почему ему все равно? Потому что внутри это настоящий олдскульный танк. Честная рама, которую сложно согнуть, даже если вы решите переехать небольшое здание. Простой как кирпич дизель, легендарный TD27, который, кажется, может работать даже на подсолнечном масле или чистом энтузиазме владельца. И, конечно, жестко подключаемый полный привод. Когда современные паркетники начинают жалобно пищать датчиками перегрева муфты, Terrano 2 просто включает понижайку и едет дальше. Ему плевать на ветки, царапающие борта, и на грязь по самые окна. Его девиз – красота для слабаков, проходимость для вечности. Если вы ищете машину, чтобы производить впечатление у ресторана, проходите мимо. Но если вам нужно выбраться оттуда, куда волки боятся ходить в туалет, это ваш выбор. И самое приятное, цена на него до сих пор не улетела в космос, в отличие от его надежности. А теперь переходим к тяжелой артиллерии из страны восходящего солнца. Toyota 4Runner 3-го поколения. Если вы ищете автомобиль, который переживет не только вас, но и, возможно, саму идею передвижения на 4 колесах, вы его нашли. Знаете, если бы мировая экономика рухнула и надежность стала новой валютой, владельцы этих Toyota стали бы самыми богатыми людьми на планете. Если бы надежность можно было измерять в километрах, то этот внедорожник давно бы обогнул Землю несколько раз, съездил на Луну за хлебом и вернулся обратно, даже не попросив заменить масло. Для обычного кроссовера пробег в 200 тысяч – это повод для паники и продажи. Для 4Runner 3-го поколения 200 тысяч – это просто период обкатки. Многие такие машины спокойно проходят 500, а то и 700 тысяч километров. Владельцы часто говорят: «Я не знаю, какой у него реальный пробег, потому что цифры на приборке просто устали меняться, а мотор нет». В чем секрет? Да в том, что японцы тогда еще не знали слова «маркетинг» и делали вещи на века. Рама, которая держит форму десятилетиями, и двигатели, которые, кажется, работают на чистом самурайском духе. Это машина, которая прощает вам все: плохие дороги, забывчивость в сервисе и даже ваше желание заехать туда, где волки боятся выть. И знаете, какая самая частая причина продажи 4Runner на вторичке? Нет, не поломка. Владельцы обычно расстаются с ними только по одной причине – просто надоело. Человеку хочется чего-то нового, модного, с кнопочками, но ирония в том, что спустя полгода они обычно сидят на форумах и пишут: «Зачем я его продал? Новая машина скрипит, а старая Toyota просто ехала». Это автомобиль для тех, кто ценит спокойствие. Да, он прожорлив, да, салон из 90-х, но это та самая уверенность, которую не купишь за деньги в автосалоне. 4Runner – это ваш личный бункер на колесах.
Машина, которая не нуждается в представлении, но всегда требует уважения. Land Rover Defender 90. Это не просто внедорожник, это символ. Если бы у слова «проходимость» был портрет в словаре, там красовался бы этот алюминиевый куб на колесах. Давайте будем честными. Defender выглядит так, будто его придумали суровые британские инженеры в обеденный перерыв, используя только линейку и пачку сигарет. Дизайнеров к нему, кажется, вообще не подпускали на пушечный выстрел. Аэродинамика? Нет, не слышали. Сделаем его квадратным, чтобы грязи было удобнее за него цепляться. Наверняка так звучал главный план на заводе в Салихале. Но за этой кирпичной внешностью скрывается абсолютный зверь. Он простой, брутальный и обладает феноменальной способностью ехать там, где другие современные кроссоверы начинают жалобно пищать и искать ближайшую точку Wi-Fi, чтобы вызвать эвакуатор. Пока владельцы модных джипов выбирают режим песок в меню сенсорного экрана, водитель Defender'а просто втыкает передачу и едет через болото, попивая чай из термоса. Конечно, Defender – это машина с характером. Да, он может требовать вашего внимания чаще, чем капризный домашний питомец. Говорят, если из Land Rover не капает масло, значит оно там просто закончилось. Но знаете что? Ему это прощаешь. Потому что когда дорога заканчивается и начинается настоящий хаос из камней, бродов и глины, Defender чувствует себя как дома. Это его стихия. Почему именно 90-й? Короткая база делает его королем маневренности на бездорожье. Там, где длинные баржи садятся на пузо, этот коротыш проскакивает с грацией горного козла. Это честный механический инструмент для покорения планеты. В нем нет пафоса, в нем есть только чистая, концентрированная мощь. Если вы готовы променять мягкие кресла на дух настоящих приключений, этот британец ждет вас. А теперь отложите свои смузи и фитнес-браслеты. На второе место врывается настоящий кусок американской свободы – Ford Bronco 5-го поколения. Если вы когда-нибудь задумывались, как выглядит автомобиль, который проектировали с помощью топора, кувалды и крепкого словца, то вот он перед вами. Дизайнеры Ford в начале 90-х явно не страдали от избытка креатива, и слава богу, кажется, их ТЗ состояло из 2 пунктов – сделаем его максимально простым и максимально крепким. И знаете что? Это сработало идеально. Глядя на него, понимаешь, в этой машине ломаться нечему, потому что все, что могло сломаться, заменили на чугун и сталь толщиной с броню танка. Это не просто внедорожник, это манифест брутальности. Огромный капот, за которым можно спрятать небольшую парковку, и классическая рама, которая переживет нас всех. У Бронко есть удивительное свойство. Когда вы в него садитесь, у вас автоматически начинает расти борода, а в колонках сам собой включается кантри или суровый рок. Это машина для тех, кто не спрашивает дорогу, а просто выбирает направление. Внутри старый добрый полный привод и двигатели, которые переваривают все, что хоть отдаленно напоминает топливо. Да, он ест бензин так, будто пытается осушить мировой океан, но зато он довезет вас туда, где даже мобильная связь боится работать. Это честное железо без всяких электронных помощников, которые решают за тебя, как ехать по грязи. Здесь главный – ты. И вот вам самый жирный плюс. Несмотря на статус легенды, спасибо О. Джею Симпсону за бесплатный пиар в 94-м, на вторичном рынке этот зверь часто стоит намного дешевле, чем он того заслуживает. Вы получаете тонны харизмы и проходимости по цене подержанного корейского седана. Если вам нужен автомобиль, который выглядит так, будто он может перекусить современным кроссовером на завтрак, Бронко ждет вас. Ну и на десерт у нас машина, которую в объявлениях разбирают быстрее, чем горячие пирожки на вокзале. Встречайте Toyota Land Cruiser Prado 90. Если обычный 100-й или 80-й крузак – это признанный король бездорожья и пафоса, то Prado 90 – это его дерзкий младший брат. Знаете, это как в семье. Старший брат носит дорогие костюмы и ходит на важные встречи, а младший в удобных кроссовках готов в любой момент влезть в драку или прыгнуть в ближайшую лужу. Prado 90 стоит ощутимо дешевле своего старшего брата, но при этом умеет почти все то же самое. Он как тот лайфхак, который позволяет получить 90% возможностей легенды, сохранив при этом приличную сумму в кошельке на обмыв покупки.
За что его так любят? Рецепт прост, как японская кухня. Берем непробиваемую раму, добавляем настоящий полный привод и приправляем это двигателями, которые, кажется, проектировали боги ресурса. Те самые моторы серии 1 КЗ или 5 VZF-I – это синонимы слова «бессмертие». Не зря эксперты и перекупы в один голос твердят, Pradо 90 – это один из самых удачных и сбалансированных внедорожников, которые когда-либо сходили с конвейера Toyota. У этой машины есть магическое свойство. Она одинаково уместно смотрится и у офиса, и по колено в грязи на охоте. И даже если предыдущий владелец не сдувал с него пылинки, Pradо будет ехать. Он будет скрипеть, ворчать, но довезет вас до цивилизации, даже если от него отвалится половина лишних деталей. Это автомобиль с такой репутацией, что его можно покупать по телефону, просто услышав звук работающего мотора. Итак, друзья, мы разобрали 5 легенд. От британского квадрата до японского бессмертия. Каждый из этих внедорожников – это не просто средство передвижения, это ваш входной билет в мир, где нет пробок, а есть только направление. Какая из этих машин достойна вашего гаража? Или я забыл про вашего любимца? Пишите в комментариях свой топ-3 бюджетных проходимцев. Ставьте лайк, если тоже считаете, что раньше машины делали инженеры, а не маркетологи. Подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного железа. Увидимся на бездорожье.